Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 12-й выпуск видеожурнала HireSet. С учетом опроса, проведенного нашим журналом, мы поняли, что большинство мастеров наряду с мастер-классами хотят изучать базовые знания по стрижкам и колористике. В 11-м выпуске мы показали первый сюжет, посвященный фундаментальным знаниям по стрижкам. В этом же мы поговорим с вами о фундаментальных знаниях в окрашивании, и сделаем это в виде видеоринга. Но перед тем, как начать наш видеожурнал, поговорим об истории компании Hair Club Production Center. В этом году нам исполнилось 5 лет. И за эти 5 лет нами сделана была колоссальная работа. В 2008 году мной был запущен социальный проект «Фотосезоны», во время которого мы с командой устраивали грандиозные фотосессии. За 2 года существования проекта было создано 12 коллекций, которые были напечатаны практически во всех журналах мира. В проекте принимали участие такие именитые стилисты, как Виктор Уксусов, Эдуард Тришкин, Алексей Ярославцев, Ольга Колесникова, Анна Мрецова, Евгений Анваров, Марина Малюта, Светлана Кузнецова, Лазарь Тропынин, Александр Гладышенко и Александр Соколов. Фотосезоны прошли в 5 городах России: Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Уфа. За 5 лет моя компания отсняла огромное количество видеоматериалов, как коммерческих, так и рекламных. На данный момент компания уже выпустила 36 DVD-дисков с мастер-классами, и при этом, кроме DVD-дисков с мастер-классами моих работ, компания выпустила обучающие диски с работами Эдуарда Тришкина, Виктора Уксусова, Катерины Гордеевой, Александра Артемьева, Эрика Зимура и других стилистов. Также за последние 5 лет компания выпустила 5 книг в букинистическом формате и 4 книги в электронном виде. Книги вышли на 2 языках – русском и английском. При этом книга «Искусство цвета» является единственным на данный момент профессиональным учебным пособием по колористике в мире, не привязанным к какому-либо бренду. За 5 лет было проведено семинаров и мастер-классов в более чем 40 городах России и зарубежья. В рамках рекламной деятельности наша компания активно сотрудничала за это время в России и за рубежом с огромным количеством студий, компаний и производителей косметики, для которых создавались как учебные программы под ключ, так и обычные рекламные фотосессии. За 5 лет мной было отснято более 40 коллекций, большинство из которых было опубликовано практически во всех уголках нашей планеты. В 2013 году компания выпустила собственную линейку инструмента, которая летом этого года станет доступной для покупки нашими мастерами. В 2012 году был запущен проект HireSet, в котором я и моя команда делимся своими наработками и пытаемся улучшить состояние нашей профессии, особенно в регионах, куда стилисты с семинарами редко доезжают. На данный момент общее число подписчиков на журнал с учетом интернет-телевидения и групп в соцсетях более 5000 человек. Журнал HireSet является независимым, социальным проектом, и в нем всегда выражается наше собственное мнение. И самое главное, мы только начали входить во вкус, и останавливаться на достигнутом не собираемся. Я еще многого не рассказал, что мы сделали за это время и что готовим в ближайшем будущем. Но одно сказать могу с точностью. Все это только начало, и производительность моя и моей команды будет расти с каждым годом все больше и больше. А теперь перейдем к теме, которую вы так долго ждали, поскольку анонсировал я ее в феврале этого года. Представляю вам видеоринг 2 систем нейтрализации микстонами при осветлении волос красителем. В данном сюжете для показательной работы мы взяли нашу постоянную модель Екатерину. Натуральные корни ее имеют уровень глубины тона 6. Для показательности работы мы не будем на камеру выполнять последующую цветовую баню, а только окрасим корни волос. Для окрашивания волос мы взяли краситель компании Vella Calistone Perfect под номером 12.1. Суперсветлый пепельный блондин.
Голову разделили на две части, и слева наносим смесь с добавлением микстонов по правилам, как нас учат в основном на семинарах фирм-изготовителей. Справа наносим краситель с добавлением микстонов по правилам диффузии натурального меланина в волосах. Теперь давайте остановимся поподробнее на процессе. К сожалению, большинство технологов в компаниях-производителей красителей не являются практикующими мастерами, и весь их опыт основывается на одной-двух моделях в месяц, чего, конечно же, безумно мало, чтобы создавать полноценную картину работы их красителя. Чаще всего на семинарах нам говорят, что когда вы осветляете до 10 уровня глубины тона, мы получаем желтый фон осветления, и его необходимо нейтрализовывать фиолетовым микстоном. К сожалению, никто из говорящих не задумывался, а как оранжевый, к примеру, пигмент становится желтым. Ведь краситель не обладает нанороботами, а феомеланин не состоит из разных цветовых гранул. Если говорить о практической химии и физике, то атомарный кислород уничтожает пигмент волоса. Поскольку пигмент феомеланин обладает маленькими размерами, его удалить намного сложнее, чем огромный пигмент эомеланина. Цвет феомеланина задают меланоциты волоса, и в результате воздействия атомарного кислорода меланин волоса не перекрашивается, а уничтожается. То есть во время осветления происходит не перекрашивание пигмента в другой цвет, как нам говорят технологи компаний, а рассеивание, то есть сокращение их численности. Вернемся к нашему примеру. Цвет феомеланина на 6 уровне глубины тона оранжевый. Наше желание осветлить модель до 10 уровня светлоты с приданием пепельного оттенка. Если мы будем говорить о теоретическом подходе с рассветлением пигмента, то в результате нашего окрашивания мы получим желтый фон осветления, и его необходимо будет нейтрализовывать фиолетовым. Если мы берем синий, то цвет корней будет с прекрасным зеленым оттенком. При подходе к работе с учетом диффузии пигмента мы получаем, что нейтрализовывать необходимо оранжевый пигмент, для чего берем синий, а при нейтрализации его фиолетовым мы получим грязно-розовый оттенок на корнях. Получив именно такие условия задачи, мы нанесли на правую часть цвет 12.1 с синим корректором, а на левую часть 12.1 с фиолетовым корректором. Длину специально не тонировали и не обрабатывали цветовой баней, чтобы увидеть максимально чистый результат нашего окрашивания. Как видите, результат окрашивания налицо, и делать выводы остается только вам. Какой способ нейтрализации вы будете использовать в работе? Горизонтальными проборами выполняем сведение на нет русским методом сверху вниз. Объемы стрижки ведите так, чтобы получать линию прямоугольника.
При помощи окантовочной машинки задаем линию окантовки стрижки. По центральному пробору задаем контрольную линию стрижки в теменной зоне. Вертикальными проборами прорабатываем зону, ориентируясь на заданный контроль. Вертикальными проборами сводим височную и теменные зоны. В теменной зоне и в зоне макушки выполняем прикорневую филировку бритвой. Бритву располагаем под углом 90 градусов по отношению к пряди и попрядно прорабатываем все волосы зон. Пушок у корней позволит приподнять объем в необходимых нам зонах. Выполняем окончательную окантовку в височной зоне.
Стрижка выполняется по схеме, основанной на втором лекало системы Axiom. В нижней затылочной зоне выполняем стрижку волос разворачивающимися проборами. Геометрия овальная, то есть подтягиваем срезанную прядь к срезаемой. Угол среза задается индивидуально в зависимости от желания уровня поднятия ножки, а также выбор зависит от роста волос, силы работы волосяной мышцы, формы и текстуры волос, на которых вы выполняете стрижку. В верхней затылочной зоне стрижку продолжаем выполнять на разворачивающихся проборах. Геометрия стрижки прямая, или как ее еще называют, квадратная. То есть срезаемую подтягиваем к последней срезанной. Для большего удлинения волос у лица, а также для мягкого перехода стрижки из градуированной формы в массивную, используем разворачивающийся метод среза. Some shit up.
Височные зоны стрижем плавающими проборами с разворачивающимися углами среза. some shit up! Выполняем окантовку затылочной зоны. Челку стрижем вертикальными проборами.
Дорабатываем верхнюю линию стрижки на макушке прямыми срезами, выполняя окончательное сведение теменной и затылочной зон. They really fucked some shit up. Для получения более подробной информации подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в группу ВКонтакте и Facebook. Оставляйте свои комментарии на сайте Hair Club, и мы обязательно на них ответим. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness.